Всем привет! Вы на канале Vintage Goldstein. В одном из своих видео, а именно в видео про аксессуары, которые могут дополнить ваш винтажный образ, подсказка будет где-то тут, я в нем рассказывала о том, что в 20 веке появился такой аксессуар, как съемные воротнички и съемные манжеты. Как известно, мода всегда возвращается, и съемные воротники не стали исключением. Думаю, что вы уже догадались, что я сегодня буду шить. Моя выкройка бесплатная из интернета, если что, их очень много в интернете можно найти, разных фасонов. Я взяла самую обыкновенную, чтобы взять ее как основу и уже видоизменять, как мне хочется, и добавлять, что мне хочется. Моя выкройка состоит из двух деталей, а именно самого воротничка. Это половина. Ткань складываете пополам, и вот линия сгиба. Все ясно, понятно. Оно будет выглядеть... Где оно там? Вот, как-то так, вроде бы. Вторая деталь, из которой состоит выкройка, это воротник-стойка. Эту выкройку я оставлю в описании для тех, кому может она понравиться. В процессе работы я еще посмотрю, может быть, я добавлю каких-то рюшиков, какое-то кружево. Может быть, у меня даже были мысли добавить вышивки какой-то бисером, либо не бисером. Давайте для начала сошьем этот воротник, а об украшениях потом уже подумаем. Хотя, если я захочу добавлять кружево, то это надо думать заранее. Ну хорошо, я придумала. Давайте тогда сделаем такой себе классический воротничок по внешнему срезу. Добавим рюшики из основной ткани. Какую я ткань возьму как основную, я не знаю. Я посмотрю, покопаюсь, что у меня есть. Надеюсь, есть что-то белое и хлопковое. Все, сейчас я найду ткань и вернусь к вам. Итак, я нашла белую хлопковую ткань и выкроила каждой детали по 2 штуки из основной ткани и по 2 штуки из флизелина. Для рюши я выкроила просто длинную полоску, где-то 2 метра, и обработала одну сторону. Со второй стороны я проложила строчку, из которой я буду затягивать одну нить, для того, чтобы у нас получилась сборка. Наши основные детали воротника сложены лицом к лицу. Теперь нам нужно аккуратно вложить между ними наши рюши и все закрепить булавками. Хорошо разглаживайте ткань рукой, чтобы при сшивании не образовывалось лишних перекатов на одну либо другую сторону, чтобы не было лишних складок. Все, я прошила воротник по краю, оставляем непрошитым горловину. Все остальное прошиваем и выворачиваем на лицо. Уголки легко вывернуть, просто потянув за наши рюши.
Я уже отпарила воротник, и он стал еще плотнее и таким ровненьким. Мне пока что очень нравится. Итак, приступаем к работе над воротником-стойкой. Складываем детали опять же лицом к лицу и прошиваем по такому же принципу, как прошивали основные детали воротника. Одну сторону, которая в дальнейшем будет пришиваться к горловине, оставляем не прошитой. Отсекаем уголки, чтобы не создавать лишней плотности. И выворачиваем наш воротник-стойку на лицо. Уголки я вывернула с помощью китайской палочки. Воротник-стойку также нужно прогладить. Находим центр на воротнике стойки и на основной детали воротника. И начинаем скалывать, но только одну сторону нашего воротника стойки. Независимо от того, ставите вы закрепки в начале и в конце строчки, либо не ставите, я советую завязывать оставшиеся нитки. Аккуратно это сделать можно таким способом. Потяните за нитку, которая находится на изнаночной стороне, и вытяните лицевую нитку. И уже на изнанке завяжите несколько узелочков. Сейчас нам нужно сделать отделочную строчку по воротнику стойки. Делаем мы эту строчку сквозь все слои воротника. Доброе утро! Наступил второй день моей работы над этим воротничком. И сейчас я буду прошивать такой отделочной строчкой. Ну и она послужит закрепляющей строчкой для изнаночной стороны воротничка, именно стойки. Так что сейчас близенько к этому шву буду прокладывать закрепляющую строчку. Я еще подумаю, какую я вообще хочу сделать застежку. И не знаю, сделать на петельки или же сделать петлю именно в самом воротнике. Надо подумать. Я подумаю и вернусь. Я выбрала вот такую большую металлическую пуговицу. Мне кажется, она очень украсит этот воротник. Так что делаем петлю.
Сейчас нам нужно распороть центр петли. Будьте осторожны, не зацепите нити. И последний шаг в пошиве воротника. Нам нужно пришить пуговицу. Ну вот и все. Вот такой у меня получился результат, и я им очень довольна. Шить съемные воротнички оказалось очень легко и очень быстро. Поэтому я уверена, что у каждого из вас это легко получится. На этот воротничок у меня ушло пару часов. Точно не больше 2 часов. Единственное, что я начала шить почти ночью, поэтому мне эти пару часов пришлось разделить на 2 дня. Я даже начинаю задумываться о бизнесе. Почему бы не шить съемные воротнички на заказ? Тем более это тренд 2021 года. Так что я вам подкидываю идейку. Но если вам понравилось это видео, то обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и нажмите на колокольчик, чтобы YouTube сообщил вам, когда выйдет новое винтажное видео. Ну а мы с вами увидимся на следующей неделе. До свидания! Съемные воротники...